Ну шо, вот наконец и вышла всеми любимая, обожаемая Коломбина, как и мной, естественно. Хочется уже потрогать, посмотреть. Какие-то круточки я уже поделал, где-то 60 круточек сделал, мне ничего не выпало. Но это я потом видео, может быть, запишу. А пока посмотрим, на что способна новая, видимо, Архонтша. Ну, почти Архонтша. Но я не проходил еще сюжет, поэтому... Короче, очень сильный персонаж вышел. Коломбина, персонаж поддержки, который позволяет персонажам в отряде вызывать реакции лунный заряд, лунная бутонизация и лунный кристалл, а также носить урон от различных лунных реакций. А вот лунный кристалл, это вот только с ней, получается, можно делать? Или это, в принципе, теперь новая реакция, которую можно комбинировать с водой и камнем? Надо почекать. Так, элементальный навык. После применения элементального навыка Коломбина призывает зыбь тяготения, которая в течение некоторого времени наносит окружающим противникам гидроурон по площади. Когда окружающие персонажи вызывают лунную реакцию или наносят урон лунной реакции, Коломбина накапливает особую силу тяготения. При достижении предела она наносит урон лунной реакции разных типов. Чего? Это что, теперь есть персонаж, у которого есть несколько стихий? Я об этом мечтал еще со времен, когда вышел Фонтейн, и я все надеялся, что Линни с сестрой будут одним персонажем, у которых будут две разные стихии. А тут вот, получается, в Колумбину это все внесли. Взрыв стихии. После применения взрыва стихии Коломбина призывает владение лунным. Этот навык дает различные усиления в зависимости от срабатывающих лунных реакций и увеличивает урон у лунной реакции, которые наносят все персонажи в области действия. Ну, звучит неплохо, по крайней мере, это даже как-то звучит просто по сравнению с предыдущими всеми персонажами, где просто тонны текста. Ну, посмотрим. Так, ну да. Мне вот этот челик больше всего нравится, конечно, у нее. Мне очень нравится, как она выглядит. Мне нравятся вот эти вот ее переходы на волосах от темного к розовому. Немножко такое эмо-вайбы. Опять нет обуви. Ой, а почему ничего не блюрится? Ну вот тут вот блюрится. И то, знаете, так, не очень сильно. Ну, типа все видно. А здесь еще больше видно. Ясно, для кого это было сделано, скорее всего. Ой, хорошо, что маску у нее с глаз не убрали. Мне, если честно, вот так ее образ больше сильно нравится, потому что, не знаю, это как-то выделяет ее от всех персонажей. А то если у нее будут открытые глаза, это не очень. Ой, красиво, кстати, сделан переход вот этого крылышка, видите? То есть, если бы они забили хуй, то крылышко бы вот так вот не прилегало одно. А оно бы было бы такое же, как вот да, вот с одной стороны, видите? То есть они такие прям ощущаются перышками, короче. Да, заколочка сама красивая. Что-то там говорит красивое. Каблы вообще топ, конечно, вот это вот придумали они. Надеюсь, ей удобно, малышки. Так, передвигаемся. Не, ну вот я вот ради этого просто очень сильно хочу. Мне почему-то кажется, что она так и передвигается быстрее гораздо. Может быть, мне кажется, конечно, но выглядит так, как будто даже бежать не надо. Она как будто всегда в беге. Вот так немножко на Наруто похоже. Наруто. Так, о. О. А видно? М, Прикольно, как будто с неба такое озарение. Кстати, оружка. Покажи оружку. Я где-то видел мем, что это похоже на прическу Нивелета, да. Похоже. У нее ручной Нивелет получается. Не, ну она прям очень красиво сделана. Такая нежная. Волосы. Волосы вообще прикольные. Я давно хотел какую-нибудь брюнеточку здесь видеть в игре. По-моему, давно уже не было, да, брюнеточек? Да, хорошо. Так, заряженная. Угу. Это лунная призма, прям, вот честно. Ну, красиво. Выбивать надо 100%. Только потому, что очень внешне симпатичная. Так, что по Ешке? Угу, крылышки были. О, как у Райден кольцо появилось. Ну, кстати, оно прям такое красивое, детализированное. Переливается. Ну, красота. Так, что еще можно посмотреть? Ульту. Ну, наверное, все деньги ушли в эту ульту. Они рассчитывают прям на очень большие продажи, 100%. О, кстати. Или она всегда так передвигается, что как будто по лужам. Или это от ульты теперь такие следы. Ну-ка, на Лизе. Нет, это просто на ней, да. Ладно. Так,
Что у нее все-таки по механикам? Как она собрана? Наверное, все в ХП. Нет. Шанс крита и крит урон. Понятно. О, это что происходит? Гравитация? Что с этим голубем? Спасите. Он не хочет быть с Колумбиной. Так. Оружие. Что она дает? Баллада перекрестков. Ого. Увеличивает макс хп на 10, когда экипированный персонаж активирует лунные реакции и наносит ими урон противнику. Он восстанавливает себе 14 единиц энергии и на 12 секунд получает эффект священного вина щедрых морей. Макс хп дополнительно увеличивается на 14, а крит урон урона лунных реакций повышается на 60%. Эффект восстановления энергии может возникнуть один раз в 18 секунд и срабатывает даже когда экипированный персонаж не на поле боя. Кстати, очень сильная пушка, как будто даже не только на... Хотя нет, такое дело, что она привязана к лунным реакциям, то есть только персонажи, которые могут выполнять лунные реакции, могут носить вот этот бублик. А из катализаторов новых у нас только она и Нефер. Поэтому да, сложновато. Но Нефер такое как будто ставить особо нет смысла. Не универсальная. Как будто можно поискать получше. Ну, если нет круток, и приходится как что-то выбирать. Артефакты. О, это вышли новые уже артефакты. Что они дают? Рассвет, песень, звезды и луны. Увеличивает мастерство стихии на 80 единиц. Угу. 4 предмета, когда экипированный персонаж не на поле. Урон лунных реакций увеличивается на 20. Если лунное знамение отряда не ниже высшего сияния, урон лунных реакций дополнительно увеличивается на 40. Через 3 секунды после того, как экипированный персонаж становится активным, этот эффект исчезает. Интересный сет, но как будто он не особо на ней сидит. Мне кажется, вот прошлый сет, тоже для сапов, ей больше подходит. Ну ладно. Так, что по созвездиям? Первое. Во время применения элементального навыка Вечный Прилив сразу активируется эффект, аналогичный вмешательству тяготения. Этот эффект может возникнуть раз в 15 секунд. Лунное знамение, высшее сияние. Во время активации вмешательства тяготения, в зависимости от лунной реакции, которая принесла Колумбине больше всего силы тяготения, возникают следующие эффекты. Лунный заряд. Восстанавливает 6 единиц энергии активному персонажу вашего отряда. Лунная бутонизация. Повышает сопротивление прерыванию активного персонажа вашего отряда на 8 секунд. Вот это вот прям хорошо. Лунный кристалл. На 8 секунд создает щит моря дождей, который поглощает 250% эффективностью. Его поглощение урона равно 12% от макс хп Колумбины. Ну вот это не знаю, под вопросом. Урон лунных реакций всех персонажей отряда поблизости возвышается на 1,5%. Ну вроде бы как звучит достаточно сильно, но не прям супер вау. Нужно срочно выбивать. Так, второе. Сила тяготения накапливается на 34% быстрее, активируется вмешательство тяготения. Колумбина получает эффект бледного сияния, которое повышает масс хп на 40%. Лунное знамение высшее сияние. При активации данного вмешательства тяготения во время действия бледного сияния, в зависимости от лунной реакции, которая принесла Колумбине больше всего силы тяготения, возникают следующие эффекты. Лунный заряд. Сила атаки активного персонажа вашего отряда повышается на 1% от макс хп Колумбины. Вот это прям для Флинца, мне кажется, очень хорошо. Лунная бутонизация. Мастерство стихии активного персонажа вашего отряда повышается на 0,35 от масс хп Колумбины. Ну, короче, все. С2 это теперь... Без С2 это не имба. Настолько прям... Как... Вот С2 дает просто, мне кажется, убер поддержку для команды и бафы. Лунный кристалл. Защита активного персонажа вашего отряда повышается на 1% от макс хп Колумбины. Урон лунных реакций всех персонажей отряда поблизости возвышается на 7%. Так, ну это у нас, наверное, Ешка, да? Или это ульта? Да Ешка. Подожди, чего? У нее с каждым этим будет созвездием увеличивается урон лунных реакций всех персонажей отряда. То есть это плюс 1,5, плюс еще на 7, далее на 1,5. Это очень сильно. Ну и это как-то как будто они перегнули палку. Это уже прям реально нужно выбить все созвездия, чтобы максимально использовать весь потенциал лунных реакций. Так, что дает четвертое? Во время активации вмешательства тяготения Колумбина восстанавливает 4 единицы энергии. Кроме того, если лунная реакция, которая принесла Колумбине больше всего силы тяготения, лунный заряд, лунная бутонизация, лунный кристалл, то урон лунных реакций данного вмешательства тяготения повышается на 12,5, 2,5, 12,5 от макс хп Колумбины. То есть это еще баф. Это вот не остановка, да, вот полностью ее саппортского потенциала на c2, это еще и на c4, я так понимаю. Угу.
Ульта. Ой, точнее Ешка или ульта. Не, это ульта, да. Шестое созвездие. На 8 секунд после того, как персонаж во владениях Луны активирует лунные реакции, крит урон урона соответствующих элементов, которые участвовали в реакциях для всех персонажей отряда, повышается на 80%. Эффекты повышения крит урона для элементов одного типа не складываются. Урон лунных реакций всех персонажей отряда поблизости повышается на 7%. Ну, имба, но, конечно, c6. Мне кажется, если выбить c6, больше вообще никакие персонажи не нужны будут никогда в игре. Так, теперь давайте все-таки разберемся, что такое. Тут было сказано про вмешательство тяготения. Ну, кстати, можно было так вот посмотреть. После применения элементального навыка «Вечные приливы» Коломбина создает... ну вот это вот кольцо, видимо. Зыб тяготения следует за активным персонажем и периодически наносит гидроурон по площади. Кроме того, во время действия зыби тяготения, когда персонажи отряда поблизости вызывают лунные реакции или наносят ими урон, Коломбина на последующие 2 секунды получает эффект знамения новой луны, который позволяет ей периодически накапливать силу тяготения. Ну, как вот кольцо Райден, получается, она накапливала от размера силы ультимейта, восстановы. А тут, получается, от реакций лунных. Ну, кстати, это как будто проще кажется. Райде нужны были больше персонажи, у которых прям очень много восстановы нужно в ульту, а здесь все-таки Коломбина уже есть, нужен какой-нибудь другой персонаж, и вот ты вызываешь эту лунную реакцию, по сути. Ну, только, ну да, не со всеми, конечно, можно это будет, походу, сделать, или со всеми. Вот это вот вопрос. То есть, нужна ли для этого просто только одна Коломбина? Если нужна только одна Коломбина, то как бы, Коломбина проще выглядит в этом плане, который позволяет ей периодически накапливать силу тяготения по 20 единиц силы тяготения. Максимум силы тяготения составляет 60 единиц. Когда действие зыби тяготения завершается, сила тяготения исчезает. Когда сила тяготения достигает максимума, активируется особое вмешательство тяготения. В зависимости от лунной реакции, которая принесла Коломбине больше всего силы тяготения, возникают различные бафы. Лунный заряд. Вмешательство тяготения один раз наносит электрический урон по площади, который считается уроном лунного заряда. Итак, я просто уже немножко офигел от того, что, во-первых, она может электричеством ударить. И я сейчас вижу внизу, что ей кажется Дендра и еще Гео. Этот персонаж обладает всеми 4 стихиями. Чё? Это даже не как Часка, например, которая впитывает в себя. Это просто персонаж, который владеет 4 получается, разными стихиями. Вода, электричество, дендро и гео. Так, мне нужно ее срочно выбить. Каким образом это сделать? Вмешательство тяготения один раз наносит электрический урон по площади, который считается уроном лунного заряда. Лунная бутонизация. Вмешательство тяготения выпускает противников поблизости 5 печатей лунной росы, наносящие дендро урон, который считается уроном лунной бутонизации. Лунный кристалл. Вмешательство тяготения один раз наносит геоурон по площади, который считается уроном лунного кристалла. Так, базики. Обычная атака, заряженная атака, там что-то есть. Если у вас есть хотя бы одна зеленая роса, заряженная атака Коломбины сменяется на особенную заряженную атаку, которая не расходует выносливость, расходуется одна зеленая роса и 3 раза наносится дендро урон по площади. Так она еще так просто может это вызвать, другую стихию. Так, Ешка создает зыб тяготения. Ну это вот понятно, это мы прочитали в ее созвездиях. Все от хп, ясно. Ультимейт. Горе и море сливаются под непорочным цветом молодого месяца. Нахуя это писать? На короткое время превращает местность поблизости во владение Луны и наносит гидроурон по площади. Область, которая призывает Коломбина после применения взрыва стихии. Когда активный персонаж находится во владениях Луны, урон лунных реакций всех персонажей отряда повышается. Понятно. Таланты. Активируя вмешательство тяготения, Коломбина получает эффект лунного безумия, который на 10 секунд повышает ее. Я вот когда прочитал слово безумие, я вспомнил вот эти вот эдиты, где у нее там из крыльев глаза начинают появляться и прочее вот это вот. Который на 10 секунд повышает ее шанс крит попадания на 5%. Этот эффект складывается до 3 раз. Ну, наверное, полезно. Персонаж в владениях Луны, вызывая лунные реакции, получает следующие эффекты. Лунный заряд. Когда грозовая туча поражает молнией цель, которая соответствует условиям с вероятностью 33%, будет вызван дополнительный удар молнии. Это звучит уже так, как было прописано в театре. Там, когда вы собираете бафы, вот точно такое там было. То есть уже можно сказать, что все, что выходит в театре, нужно брать на ус, потому что, скорее всего, это вкладываться будет в какого-то из персонажей. Лунная бутонизация. При активации лунной бутонизации отряд получает особую росу лунных кряжей. Особый ресурс зеленой росы, предоставляемый пассивным талантом Коломбины законного луния. Его максимальное количество и длительность подсчитываются отдельно от зеленой росы. Когда зеленая роса отряда заканчивается, вместо нее расходуется роса лунных кряжей. У отряда может быть до 3 рос лунных кряжей. Ясно. Отряд может получить росу лунных кряжей таким способом не чаще 3 раза в 18 секунд. Лунный кристалл.
При активации гармонии лунной пелены каждая лунная пелена с вероятностью 33% выполняет дополнительную атаку. По значку уже видно что-то интересное. Когда персонажи отряда активируют реакции заряжен, бутонизация и гидрокристалл, они превращаются в реакции лунный заряд, лунная бутонизация, лунный кристалл соответственно. Ну да, все. То есть, по сути, нужна только Коломбина. И ты можешь любого старого персонажа использовать. А базовый урон лунных реакций персонажей отряда увеличивается на 0,2 за каждую 1000 единиц макс хп Коломбины. Максимальное увеличение урона, которое может получить таким образом, составляет 7%. Кроме того, когда Коломбина в отряде, уровень лунного знамения отряда повышается на 1. Так, и обычный пассивный талант. Если вы находитесь в нот-край и персонаж вашего отряда теряет сознание, Коломбина воскрешает его и восстанавливает его хп. Это созвездие прошлых каких-то Чич, кто там еще был? Это рыба с электрического региона, Какоми, да. То есть, или у нее не было, я не помню. Я просто ее не играл ей никогда. Это было в С6. Тут просто это пассивный талант персонажа. Ну и только в ноткрае, конечно. Ну вот то, что в ноткрае... Ну а куда вы особо еще пойдете, кроме ноткрая сейчас? Может быть, в нотлан? Есть желание? Количество восстанавливаемого хп зависит от уровня дружбы Коломбины. Ого, этот эффект, кстати, прикольная интерактивная хуйня. То есть, типа, есть смысл как-то прокачивать дружбу теперь с персонажем. Этот эффект может возникнуть один раз в 100 секунд. Этот эффект не действует в подземельях, Витой бездне и подземельях наказания. Кроме того, у Коломбина особая связь с некоторыми маленькими животными, на которых воздействуют кувяки. Ну что можно сказать? С ней можно, мне кажется, такие камбухи придумать. И не только с персонажами из нот-края. В отличие от Мобуики, которые для этого нужны созвездия, по-моему, как минимум. Или, по-моему, даже созвездия ей особо не помогают, чтобы быстрее зарядить ее ультимейт. Нужно попробовать поиграться. Что у нас тут? Лизочку. Ну, слушайте. Кто-нибудь ожидал от Лизы 49 там? А это что сейчас было? Странно. Ладно. Так, давайте попробуем с ней. Да, а вы на приколе? Опа. Опа. Слушайте. Пики все реально выпускают. Стой, копи вот эту росу и убивай персов. И еще там что-то подделывается дополнительно. Геймплей, конечно, максимально простой на ней. Я бы даже сказал удобно. Она, по-моему, как будто телепортируется, да, когда уворачивается? Что, подождите, не понял. Мне казалось, как будто она телепортируется в моменте. Вот, да, она... Да. Кстати, очень удобно. И реально не тратится, как будто полоска стамины сильно. Ну, сейчас тратится, но когда они были полностью, там было хорошо. Опа. Ну, это... Вы выбиваете персонажа, по сути, x2 или x3 даже. Ну, сначала все-таки x2, потому что она может и водой, и дендро, в первую очередь. А вот с электро я еще пока не понял, честно, как это работает. Почему вот она сейчас не пускает? Вот мы накопили. И вот мы ударили. А, ну для этого мне нужны бутоны. Ну логично. А, не, вот здесь не нужны. Вот здесь не нужны бутоны. Вот сейчас она это прям много делала и часто.
Animal hypostasis simulation. A moonlit night for all. For the everlasting insulation chamber deployed. Preparing for dust. Я завтыкал немножко, пытаясь понять, как она работает. Change of plan. Ну, слушайте. Выглядит, конечно, очень фаново. Ну, типа, стоишь, просто что-то втыкиваешь. Единственное, конечно, меня смущает, что здесь как минимум 3 персонажа из 4 это 5-звездочные ивентовые персонажи. Enhanced animal. Это нужно, конечно, было лучше смотреть, как это она играется с другими персонажами, хотя бы 4-ками. Но мне кажется, там будет все тоже в порядке. Не так, конечно, имбово, наверное, но тоже на хорошем уровне. Cleanup sequence initiated. Preparing for dust. A moonlit night for all. Coalesce by the frostmourne. Короче, да, этот персонаж достаточно прикольный. Что я хочу сказать? Персонаж получился достаточно сильный. Ну, мне кажется, она реально даже, наверное, сильнее какого-нибудь Архонта. Тем более какого-нибудь сейчас деда на данный момент. Выбивать, не выбивать, мне кажется, нужно выбивать ее в любом случае. Она сыграет, мне кажется, во многих даже пачках. Тем более у нее такая стихия, как вода. Много с кем или с чем она играет, с разными стихиями. Плюс она сейчас еще и играет кристаллом. Это тоже прикольно. Поэтому как-то так. Увидимся в следующих видео. Надеюсь, я все-таки выбью Колумбину. Запишу круточки. И надеюсь, она меня не заскамит.